Глава 21. Обезболивающие. Веки старшего ученика Ли дергались, а его мысли хаотично метались, пока он пытался принять решение. Через мгновение он открыл свои глаза и, отчаявшись, пристально посмотрел на таблетку в руке Ханьли. В глазах его пылал взгляд полной решимости. Ханьли молча положил таблетку в рот старшего ученика. Наблюдая, как тот глотает таблетку, он мягко вытащил иглы из тела ученика. Как только последняя игла покинула его тело, гранула начала действовать. Цвет лица старшего ученика Ли сменился от бледного до неестественно красного. Все его лицо покраснело, а тело начало корчиться, ноги и руки его дергались, а сам он стонал. Несмотря на положение, в котором его видел Ханьли, он все еще пытался сохранить гордость. Не желая, чтобы Ханьли услышал его стоны, он попытался понизить голос, но не мог не вскрикнуть от приступа сильной боли. Его лицо начало приобретать естественный оттенок, а выражение лица успокоилось. Казалось, худшее уже позади. Старший ученик Ли обследовал себя. Он сел, скрестив ноги, и снова закрыл глаза, чтобы успокоить дыхание. Ханьли нашел чистый камень и, сев рядом со старшим учеником Ли, наблюдал, как тот восстанавливает свои силы. Внезапно старший ученик Ли открыл глаза. Он подпрыгнул и достал свой длинный меч. Сопровождаемый волной ослепительного света клинок остановился прямо у шеи Ханьли. «Назови мне хоть одну причину не убивать тебя». Глаза старшего ученика были холодны и наполнены враждебностью. «Я только что спас твою жизнь. Разве этого недостаточно?» Ханьли не реагировал. Только его брови дергались так, будто бы он был раздражен, но кроме этого на лице не было никаких эмоций. «Я спас тебя до того, как узнал, кто ты. Было очевидно, что у тебя есть какая-то тайна, и это была бы сугубо моя ошибка, если бы ты убил меня, разболтая ее. Но я не думал, что ты так скор на руку», — странно рассмеявшись, сказал Ханьли. Он высмеивал сам себя. «Ха! Спасая тебя, я навлек беду на себя. Но обладая экспертными медицинскими знаниями, как я мог позволить кому-то умереть, даже не попытавшись спасти его?» Вздохнул Ханьли. Когда старший ученик Ли услышал это, то ему стало немного стыдно. Лезвие немного отдалилось от шеи Ханьли, но все еще было в опасной близи. Ханьли про себя вздохнул, успокоился и спокойно продолжил. «Ты не должен волноваться о том, что кому-то откроют твою тайну. Тебе следует знать, что я не из болтливых. Если тебя это успокоит, то я могу дать клятву. Ты, должно быть, уже понял, что у меня нет способностей к битве. Поэтому если я нарушу клятву, ты с легкостью сможешь меня убить», — спокойно предложил Ханьли. «Отлично, поклянись», — прямо заявил старший ученик Ли. После этих слов Ханьли успокоился. Хотя он всего лишь оказал медицинскую помощь старшему ученику Ли, он примерно мог судить о том, каким человеком тот был. Ему показалось, что тот был не из тех, кто сможет легко поднять руку на своего благодетеля. Хотя у него все же были мысли о том, что старший ученик мог оказаться порочным и безжалостным человеком, который способен укусить руку, которая его кормит. В таком случае у него все еще была одна уловка, чтобы спасти себе жизнь. Глубокомысленно он закатал манжеты своего рукава. Ханьли дал свою клятву, и только после этого меч старшего ученика Ли вернулся в ножны. Ханьли осторожно коснулся шеи. Та была покрыта липкой кровью, поскольку меч все же оставил на нем неглубокий порез. Понимая, насколько он был близок к смерти, он почувствовал, как холодок пробежал по спине, а также он заметил, что был весь покрыт потом. Было действительно опасно. Насколько же я глуп? Это то, что я получаю за попытки помочь. Лихорадочно думал Ханьли. Что же я получил с этого? Ничего. Я больше никогда никого не спасу, пока не буду знать картину в целом. Поклялся себя Ханьли. Ханьли спас человека и был наказан за это. Хотя он и был довольно зрелым и даже циничным для своего возраста, у него все еще остались наивные мысли. Теперь он отбросил их все.
Уважаемый брат, ты спас мою жизнь и обещал сохранить мою тайну. Я, Ли Фэю, теперь твой должник. Пока я жив, если тебе понадобится моя помощь, ты можешь обратиться ко мне за ней. Если это будет в моих силах, то я помогу тебе». Старший ученик Ли вернул свой величественный вид. «Ты говоришь, что можешь мне помочь, но не ты ли тот, у кого сейчас полно проблем?» Засмеялся Хань Ли. «Как ты узнал?» Безучастно спросил Ли Фэю, а на его лице появилось удивленное выражение. «Разве это не очевидно? Твой ранг среди учеников не очень высок, но многие старшие и лидеры залов любят тебя. Кроме того, у тебя разве нет бесчисленных обязанностей?» Казалось, что Хань Ли попал в точку. Лицо Ли Фэю помрачнело, и некоторое время он молчал. «Кстати, мне кажется, я смогу тебе помочь. Употребление таблетки извлечения сущности вызывает мучительные боли, а я могу тебе помочь немного облегчить ее». «Правда?» Немного взволнованно произнес Ли Фэю. Его депрессия временно сменилась радостью. Понятно, что боль, вызываемая таблеткой извлечения сущности, была нешуточная. «Я всегда держу свое слово», — заявил Хань Ли, взглянув на Ли Фэю. Конечно, у него было кое-какое средство, чтобы облегчить эту боль. Оно у него было, поскольку раньше он искал чрезвычайно сильное обезболивающее, чтобы помочь Чжантаю. «Это хорошо. Очень хорошо». Потирая руки, нетерпеливо глядя на Хань Ли, произнес Ли Фэю. «Ты, кажется, очень взволнован, но прямо сейчас у меня нет этого лекарства при мне. Мне придется вернуться в долину руки Бога, чтобы взять его». Услышав это, Ли Фэю смутился. Недавно он пытался убить Хань Ли, а теперь просит его помощь. «Завтра в полдень приходи ко входу в долину руки Бога и жди меня. Я принесу тебе лекарство. Прямо сейчас доктор Мо отсутствует, и я не могу позволить посторонним войти туда», — медленно произнес Хань Ли. «Хорошо, я приду вовремя». «Огромное тебе спасибо, младший брат», — поспешно ответил Ли Фэю, будто бы боясь, что Хань Ли может передумать. «Меня зовут Хань Ли, и я единственный ученик доктора Мо. Зови меня младший Хань». Слыша «младший брат», Хань Ли чувствовал себя неловко, даже чувствуя немного отвращения. Он ответил, назвав собственное имя, лишь бы избежать этого отвратительного прозвища. Глава 22. Дьявол из глубин сердца. Стоя, Хань Ли наблюдал, как медленно удалялась спина Ли Фэю. Он только что договорился встретиться с ним завтра, чтобы передать тому лекарство. Он пообещал Хань Ли прийти и ушел, сказав, что ему еще нужно позаботиться о себе. Хань Ли не пытался выяснить, зачем Ли Фэю принимает это средство. Хань Ли знал, что даже если бы спросил, то не смог бы ничего изменить. Оказалось, что на пороге смерти старший ученик Ли предпочтет жизни славу, и ему придется столкнуться с последствиями своего решения. Только находясь в глубоком отчаянии, кто-то захотел бы убить себя. Если бы его тайна всплыла, то он стал объектом всеобщей насмешки. Ли Фэю был очень благодарен Хань Ли за то, что тот не спросил, откуда у него гранула извлечения сущности. Даже при том, что Ли Фэю не показывал свою благодарность, Хань Ли знал, что тот считал себя обязанным. Хань Ли начал выполнять свою часть сделки. Как он и обещал, мало того, что будет хранить молчание, так и вернется в долину руки Бога и приготовит лекарство. Он рассуждал просто. Поскольку Хань Ли не был абсолютно злой, увидев его колебания, когда он угрожал Хань Ли, эта услуга гарантированно принесет в ответ ему большую пользу. В будущем, если Хань Ли попросит его о помощи, то гордость не позволит ему отказать. Боевые искусства Ли Фэю были значимым активом, причем их уровень постоянно вырастал. Даже если через несколько лет Хань Ли не попросит об услуге, то он, вероятно, сам бы разыскал Хань Ли, чтобы возместить долг. Это был мир, в котором, помогая другим, ты помогаешь себе. Даже если Ли Фэю не обязательно был хороший человек, у него, по крайней мере, были принципы. Хань Ли проанализировал то, что произошло от начала и до конца, затем вернулся в долину руки Бога. Хань Ли был спокоен и расслаблен,
когда вернулся в долину. Ему следовало начать готовить лекарство для Ли Фэю. Создать таблетку, которая облегчит боль, было нетрудно, поскольку в долине есть все необходимые компоненты. До конца дня Хань Ли был занят. К концу дня у него было достаточно лекарства, чтобы обеспечивать Ли Фэю в течение года. Причина, по которой он не сделал больше, заключалась в том, чтобы Ли Фэю год за годом возвращался, вспоминая о долге перед Хань Ли. Как только наступил вечер, Ли присел на стул, стоявший в комнате перед дверью. Он поднял голову и стал изучать черное, как смоль, небо и яркую-яркую луну. Хань Ли вспомнил о доме и любимых. Прошло уже 4 года с тех пор, как он покинул дом. День за днем он был поглощен культивированием и напевом, поэтому у него не было времени думать о семье. Ему ни разу не разрешили навестить семью, только позволили отослать заработанное им серебро. Кроме этого, его единственной связью с внешним миром были письма, которые каждый год присылал ему дядя. Оно было несодержательно, всего лишь несколько слов о том, как поживает его семья. Он узнал, что его старший брат женился, а брат нашел девушку, на которой женится через год. В душе он был немного горд, потому что знал, что все это стало возможным только благодаря деньгам, которые он отсылал домой. Но сердце у него болело, поскольку он стал замечать, что содержание писем стало более формальным. Они были настолько вежливыми, будто писались для незнакомца. Это очень напугало Хань Ли, и он не знал, как это изменить. Он не знал почему, но образы родителей постепенно становились менее ясными и четкими. Теперь, когда у него появилась свободная минутка предаться воспоминаниям о любимых, он, наконец, успокоился. Было трудно принять то, что он был так далеко от семьи, но мысли о них заставили его почувствовать комфорт и уют. Он начал ценить это чувство. Хань Ли наконец отпустил свои беспокойства и пальцем поглаживал талисман удачи на шее. Раньше поглаживание талисмана приводило его в расслабленное, даже безмятежное состояние. Но что-то было не так. Когда он его погладил, его мысли сразу стали беспокойными и беспорядочными. Хань Ли начал чувствовать себя подавленно и никак не мог с этим справиться. Он всем своим телом чувствовал, как снижается уровень его ци, и его стало мутить. По всему телу яростно двигались неизвестные ему потоки энергии. Огненное отторжение. Внезапно осенило Хань Ли. Он изо всех сил попытался встать и заставил себя успокоиться. Сейчас рядом не было доктора Мо, чтобы спасти его, только он сам мог себе помочь. Хань Ли был удивлен, что огненное отторжение произошло так внезапно и именно сейчас. Хотя кажется безумием сперва попытаться обследовать себя, а не что-то предпринять. Но единственный способ это остановить состоял в том, чтобы точно определить причину. Хань Ли поднял голову и попытался обследовать, что из его окружения могло вызвать такую реакцию. Он попытался поднять руку к подбородку, но его локоть коснулся какой-то выпуклости, а его взгляд тут же переместился туда. Маленькая кожаная сумка. Зачарование удачи. В голове пронеслись эти слова. Только не говорите мне, что это и есть причина. Хань Ли не был до конца уверен, но у него не было времени колебаться, и его состояние ухудшалось и в любой момент могло стать слишком поздно. Хань Ли решительно схватил сумку, сорвал ее с шеи и отбросил как можно дальше. Черт! Не то. От этого мне только хуже. Хань Ли с трудом попробовал обуздать энергию внутри себя. Налитыми кровью глазами он уставился на маленькую кожаную сумочку, отчаянно пытаясь найти источник этой ужасной боли. Глава 23. Испытание на кроликах. Белый свет, словно божественная вспышка, прошел сквозь сердце Хань Ли. Он молнией метнулся к сумке, преодолев это расстояние за несколько мгновений. Он быстро схватил сумку и открыл ее. Из нее он вынул талисман удачи. Когда он схватил амулет голыми руками, он почувствовал, как тишина и холод проникают в его разум. Энергия внутри него успокоилась, а боль, которую он ощущал, исчезла без следа. Все пришло в норму,
будто бы ничего и не произошло. Тогда Ханьли больше не обращал внимания на изменения, происходившие в его теле, а мягко поглаживая амулет, был полностью поглощен им. Он поднес его к лицу и держал прямо перед глазами. Другой рукой он мягко поглаживал его и внимательно разглядывал. Через некоторое время Ханьли вздохнул и отвернулся. То, чего не знал Ханьли, так это того, что приступ, который он только что испытал, не был огненным отторжением, а скорее проникающий в сердце дьявол. В действительности, первобытный дух чуть было не завладел Ханьли, только столкнувшись с силой извне, он отступил. И если бы он вовремя не схватил талисман, то его разум попал бы в воображаемую ловушку, а тело бы действовало инстинктивно, без контроля, пока бы он не умер. Однако он не понял бы этого, если бы не встал на истинный путь культивирования. Ханьли осторожно пошевелил конечностями и удовлетворенно отметил, что все в порядке. Однако он неожиданно кое-что понял, его силы немного возросли. Хотя он все еще не достиг 4-го уровня напева, но уже был на пике 3-го уровня на грани перехода. Он был очень удивлен, а на лице его сияла улыбка, но он быстро успокоил себя. Ханьли боялся, что его состояние все еще нестабильно и огненное отторжение может вернуться снова. Он не был полностью уверен, что выживет в этот раз. Поэтому он взял талисман удачи и положил в кожаную сумку, где и было его место. О! Ханьли вспомнил о содержимом этой сумки, поскольку за эти годы эта информация стерлась. Он вспомнил, что у него все еще была та таинственная бутылка. После всех этих лет он, наконец, вспомнил о ней. И она снова возбудила в нем любопытство. Ханьли изменился за эти 4 года. Его знания были более обширными, поскольку он провел годы в библиотеке доктора Мо, читая книги и собирая информацию, не говоря уже о том, что культивирование с напевом очень обострило его ум. Хотя ему потребовалось много времени, чтобы признать, что бутылка была особенной, сейчас он мог сказать с первого взгляда, что она была особенной. Он был уверен, что в этот раз раскроет ее тайну. И если окажется, что все это время она была бесценным сокровищем, которым Ханьли все это время пренебрегал, то это будет значить, что в этом мире нет справедливости. Было бы позором, если бы он впустую растратил такой потенциал. Но вот блин. Даже тщательно исследовав ее с нынешними знаниями, он не смог обнаружить ничего нового. Он нетерпеливо открыл бутылку и проверил ее содержимое. Так же, как и 4 года назад, на дне бутылки была все та же зеленая жидкость. Ханьли четко понял, что тайна бутылки заключается в этой жидкости. Скорее всего, она обладает каким-то особым эффектом. Чтобы выяснить, что это за эффект, Ханьли принялся безжалостно экспериментировать на мелких животных. Однако стояла ночь, и снаружи было очень темно. Очевидно, что дело было около полуночи. Было бы сложно выследить животных сейчас. Ханьли был истощен, и даже если бы ему удалось выследить животных в темноте, то он не был бы в состоянии наблюдать за изменениями в ходе эксперимента. Без света все усилия напрасны. Обдумав различные варианты, Ханьли решил лечь спать и хорошенько отдохнуть. Он подождет до завтра, чтобы восстановить свои силы, а затем он полной энергии проведет эксперименты. Возможно, тогда его ожидает приятный сюрприз. С этими мыслями он и лег спать. Рано утром Ханьли проснулся и умылся. Сходил на кухню за пределами долины и позавтракал. Когда вернется доктор Мо, он прикажет, чтобы работники кухни приносили ему еду. Ханьли также извлекал из этого выгоду, получая еду таким образом. Повар приносил еду не только доктору Мо, но и Ханьли. Но сейчас доктора не было, поэтому никто не стал доставлять еду лично для Ханьли. Это заставило ли подумать, что стюард на кухне был немножечко сноб. Позавтракав, Ханьли покинул кухню. Он нашел стюарда и купил у него 2 здоровых серых кроликов, а затем вернулся в долину Руки Бога. Вернувшись в долину, Ханьли привязал кроликов и оставил на небольшой поляне с лекарственными травами. Он оставил их под палящим солнечным светом. Кролики быстро устали и захотели пить.
Он взял маленькую фарфоровую миску, аккуратно налил в нее зеленую жидкость, разбавив ее небольшим количеством воды. Маленькая капля жидкости легко растворилась в воде, окрасив ее в темно-зеленый цвет. Этот нефритовый цвет вызывал в душе холод, даже когда ты просто смотришь на него. Хань Ли поставил миску перед измученными жаждой кроликами, чтобы те выпили. Кролики столпились около миски, выпивая воду большими глотками. Хань Ли не хотел потратить слишком много жидкости за один раз, поэтому, когда в миске осталась половина, он забрал ее. Он отставил миску в сторону и наблюдал за кроликами в ожидании какой-либо интересной реакции. Спустя время, которого хватило бы, чтобы сгорела спичка, кролики стали очень активными и начали скакать. Их поведение стало более яростным. Когда он взял одного кролика, то заметил, что под мехом у каждого из них выросли опухоли размером с куриное яйцо. Мало того, что они быстро росли, так еще и появлялись все в большем количестве, вскоре они покрывали все тело кролика. Вскоре опухоли стали настолько чудовищными, что одного взгляда хватило бы, чтобы заставить любого захотеть запереть это гротескное создание. Особенно ужасающе выглядела его голова. В течение короткого времени кролики находились в таком состоянии, а затем начали раздуваться как воздушный шар. Было похоже, что они надувались своего рода газом, который заставлял их становиться все больше и больше, пока, наконец, они не стали похожи на два арбуза. Наблюдая, как странно менялись тела кроликов и слушая их болезненные вопли, Хань Ли был ошарашен. Кролики претерпели неожиданные изменения прямо у него на глазах. Он ожидал, что эта жидкость будет эликсиром какого-нибудь бессмертия, которое значительно бы увеличило его силы. Он абсолютно не ожидал такого эффекта, а наблюдаемая сцена заставила его стоять в оцепенении. То, что происходило с кроликами, было ужасно. Глава 24. Решение, принятое в панике. Кролики продолжали угрожающе расширяться. Хань Ли понимал, что что-то не так. Он вскочил, отбросил фарфоровую миску, будто бы это был скорпион, и она полетела на поле с лекарственными травами. В панике он развернулся и бросился бежать, но на расстоянии примерно в 30 метров что-то заставило его вернуться к кроликам. Как только он обернулся, оба кролика взорвались с резким шумом. Тело Хань Ли охватила сильная дрожь, и он напрягся, ожидая худшего. Естественно, после взрыва тела кроликов разлетелись на мелкие кусочки. Повсюду землю покрывали свежая плоть и кровь. В месте, где находились кролики, образовались два кратера, доверху заполненные запекшейся кровью. Это было ужасающе. Внезапно Хань Ли упал в обморок. Он был готов к этому, но все равно не смог отреагировать достаточно быстро. Хотя он не пострадал от взрыва, он все равно с ног до головы был покрыт кровью и кусками плоти кроликов. Его наполнило ужасающее чувство. Подождав, пока сердце успокоится, Хань Ли встал и подошел к кратерам. Он взглянул на изменившийся вокруг него пейзаж. Хань Ли был уверен, что эта жидкость окажется каким-нибудь чудесным средством, которое бы увеличило его силу до неприличного уровня. Он не ожидал, что она окажется такой отвратительной вещью. Яд, который заставляет умирать таким ужасным способом. Прямо сейчас он жалел, что начал испытывать ее. Какой ужас! Даже за все годы обучения у доктора Мо, Хань Ли еще не видел такого смертельного яда. Он сталкивался со многими ядами, но ни один не вызывал такую ужасную смерть. Это закалило решимость Хань Ли. Даже при всем случившемся, он смог сохранить спокойствие и спокойно покинул это место. Был полдень, а это значит, что пришло время доставить специальное болеутоляющее старшему ученику Ли. Со всем, что здесь произошло, он разберется после того, как отдаст лекарство. Хань Ли решился. Прямо сейчас он забудет обо всем, что произошло. Он направился к себе, чтобы отдохнуть перед тем, как пойти с лекарством ко входу в долину руки Бога. Хань Ли прибыл как раз вовремя. Ли Фэй был уже там и выглядел немного взволнованным. Он был единственным, кого можно было заметить около входа, выделяясь своим ярко-белым одеянием.
За спиной у него висел его полуторный меч, который произвел на Хань Ли глубокое впечатление. Он был нетерпелив и тревожно всматривался в долину. В тот момент, когда он увидел Хань Ли, тревога исчезла из его глаз. Уголок его рта дернулся немного, прежде чем на его лице вспыхнула улыбка. «Старший ученик Хань, ты как раз вовремя. Ты пообещал прийти в полдень, и ты пришел в полдень. Почему ты не пришел раньше?» «Я жду здесь уже почти час», — шутливо проворчал Ли Фэю. «А, мне жаль. Вчера после того, как приготовил лекарство, я лег спать очень поздно и не выспался. К тому же мне пришлось проснуться сегодня пораньше, чтобы закончить кое-что, и, как оказалось, я справился точно в срок, практически не солгав», — сказал Хань Ли. «Старший ученик Хань, лекарство у тебя, так или нет?» — отчаянно спросил старший ученик Ли. Хань Ли не ответил на вопрос Ли Фэю, а только медленно рассмеялся. Он вытащил большую сумку и, качнув рукой, бросил сумку Ли. «Каждый раз перед тем, как принять таблетку извлечения сущности, сначала возьми горсть этого порошка и смешай его с горячей водой. Выпей его, и твоя боль облегчится». «Спасибо, старший ученик Хань, спасибо». Старший ученик Ли был вне себя от радости. Пока это средство может снять хоть толику боли, оно чрезвычайно полезно. Прием таблетки извлечения сущности чрезвычайно мучителен. До этого он уже перепробовал множество болеутоляющих, но ни одно из средств не помогло ему. Старший ученик Хань знал все особенности таблетки и даже сам принимал ее. Однако даже он не мог полностью гарантировать его эффективность. «Еще рано благодарить меня. Тебе сперва надо опробовать его. Кроме того, лекарство тут всего лишь на год. Пока я делал эту партию, у меня закончились все ингредиенты, поэтому тебе придется подождать, пока я получу больше компонентов. Я, конечно, сделаю для тебя еще», — прямо заявил Хань Ли. «Не волнуйся, годового запаса пока достаточно. Независимо от эффективности лекарства, я очень ценю доброту старшего ученика Хань. Ли Фэю очень благодарен тебе». Когда Ли произнес это, то на лице его появилось выражение подлинной благодарности, а не такое, если бы его «спасибо» было всего лишь формальностью. Он еще раз почтительно поблагодарил Хань Ли. Хань Ли только и мог что слегка рассмеяться. Старший ученик Ли развернулся и пошел прочь. Ли Фэю тщательно держал мешок близко к себе, торопясь домой, чтобы проверить лекарство. Было похоже, что он полностью забыл о Хань Ли, а они оба пошли своими дорогами. По дороге домой Хань Ли сперва направился на ту самую поляну, чтобы убрать ее. Он собрал останки кроликов, окровавленную грязь и фарфоровые черепки, закопав кратеры от взрыва. Теперь, если бы кто-нибудь посмотрел на поляну, то он никогда бы не догадался о том, что здесь произошло. Хань Ли удовлетворенно хлопнул в ладоши, отряхнулся от пыли и осмотрелся. Он проверил, вдруг он что-то пропустил. Его взгляд привлек фарфоровый черепок, который он пропустил, и он не мог не пойти, чтобы взять его. Он ясно помнил, что, когда он бросил миску, часть жидкости расплескалась и попала на часть медицинских трав. Эти растения поглотили жидкость и тем самым стали ядовитыми. Если он их съест, то закончит так же, как и те кролики. Как он должен избавиться от этих трав? Такая вереница вопросов промчалась в голове Хань Ли. Хань Ли некоторое время обдумывал это и решил, он проведет еще один небольшой эксперимент. Если эти растения в течение нескольких дней станут ядовитыми, то он от них избавится. Как только он наметил себе план и понял, что больше делать нечего, он вернулся в комнату для культивирования, надеясь прорваться к 4-му уровню. Хань Ли больше не беспокоился о напеве. Все его инстинкты кричали, чтобы он остановился, потому что ничего не происходило. Но если Хань Ли прекратит работу с напевом, то тогда ему больше нечего делать на этой горе. Последние несколько лет культивирования заставили его забыть то, чего он действительно хотел. Он продвинулся вперед, только приняв прогресс в культивировании как жизненную цель. Прокультивировав день,
Хань Ли встревоженно обнаружил, что никакого успеха не было. Даже при том, что он мог ощутить 4-й уровень, который был от него всего лишь на расстоянии пальца, он все еще не мог прорваться. Он не продвинулся ни на йоту, а все усилия были напрасны. Без помощи посторонних средств он вообще мог умереть в самом начале. И, конечно же, застрял бы на этом 3-м уровне навсегда, не способный сделать еще один шаг. В душе Хань Ли надеялся на скорое возвращение доктора Мо. Он надеялся, что у того будет средство, так необходимое ли в его затруднительном положении. Глава 25. Случайный успех. Как только настало утро, Хань Ли направился прямиком на поляну с лекарственными травами, чтобы посмотреть, какие изменения претерпели растения. Он еще даже не подошел к полянке, когда почувствовал насыщенный аромат лекарственных трав. Хань Ли на секунду задумался, а затем его осенило. Может ли это быть, он ускорился, пока не пришел к растениям, которые испускали этот сильнейший запах. Какими большими были вчера эти растения? Хань Ли, уверенный, что все еще спит, стал хлопать себя по щекам, чтобы проснуться. Только когда его лицо стало гореть, он понял, что это не сон. У этого куста желтой соломы дракона цвет тусклый, а у цветка горького лотоса 9 лепестков, а сам он при этом стал черный. Хань Ли не мог сдерживать радость. В этот раз мне действительно повезло. Вчера этим растениям было не больше 2 лет, но сейчас они похожи на растения возрастом несколько десятилетий. Они все значительно изменились, а если посмотреть на плоды и лепестки, то очевидно, что их уже можно собирать. Не говоря уже о том, что их качество значительно выше, чем любая необычная трава, уверенно заявил Хань Ли, осмотрев растения. Ему неожиданно достались такие драгоценные ингредиенты. Если я смогу целенаправленно стимулировать рост трав, то тогда я смогу получить множество ценнейших ингредиентов. Тем более их можно будет продать. Тогда я смогу заработать горы серебра, почувствовав азарт, фантазировал Хань Ли. По мере того, как Хань Ли представлял, что можно сделать с таким богатством, он возбуждался все больше и больше. Будто бы ты собираешь земные драгоценности. Внезапно, потеряв самообладание, он сделал кувырок в воздухе. Он действовал как молодой, незрелый подросток. Через некоторое время Хань Ли успокоился и вернул ясность ума. Он стал думать. Хотя небеса и послали ему большой мясной пирог, но он осознал, что с этим могут возникнуть некоторые проблемы. Во-первых, внешний вид растений, безусловно, был замечательным, но что же до их свойств? Он их все еще не проверил. В конце концов, они поглотили ту странную жидкость, и Бог его знает, как от этого изменились их свойства. Он видел, что вчера произошло с кроликами, поэтому следует предпринять некоторые меры предосторожности. Затем тайна этой маленькой бутылки. Он уже решил, что та жидкость была ядом, но он не знал, способна ли бутылка восполнять ее, или же она была для однократного использования. Он выяснит это сегодня вечером. Если подтвердится эффективность и устойчивость данных эффектов, то он сможет воплотить свои планы в реальность. Если он не сможет ответить на эти вопросы, то неспосланный ему пирог с мясом есть не что иное, как мираж. Размышляя об этом, Хань Ли принялся за дело. Сперва он сходил на кухню и попросил у стюарда еще 2 кроликов. На этот раз, когда Ли пришел к стюарду, тот был и счастлив, и немного озадачен. Этот парень хорошо заплатил за этих кроликов, но зачем они ему? Неужели он просто хочет убить и приготовить их самостоятельно? Хань Ли не волновало, что другие думали о его действиях. В этот раз он не оставлял кроликов на поляне с травами, а вместо этого привязал их около дома, чтобы иметь возможность понаблюдать за ними. Он пошел на поляну, чтобы аккуратно выбрать и собрать те редкие растения. Вернувшись домой, он приготовил таблетку укрепления костей и мышц и смешал ее с любимым кормом кроликов. После того он покормил кроликов и стал наблюдать за симптомами отравления. После того, как ничего не произошло, Хань Ли с тревогой продолжил ждать еще в течение ночи. День показался ему чудовищно долгим. Но с взошедшей луной
также взошли и его ожидания. Когда небо потемнело, Хань Ли вынул маленькую бутылочку и поставил ее на землю. Нетерпеливо он ждал, что бутылка изменится. 15 минут, с бутылкой ничего не произошло. 30 минут, с бутылкой ничего не произошло. 45 минут, надежды Хань Ли стали угасать. Он отчаянно продолжал ждать, даже до рассвета, но тем не менее ничего не произошло. Он расстроился. Могло ли быть так, что бутылка была одноразовой? И у него больше не выйдет ее использовать, однако он заставил себя быть оптимистичнее, осматриваясь вокруг. Не происходит вообще ничего подозрительного, он размышлял. Он некоторое время безучастно смотрел на бутылку, а затем поднял глаза и взглянул на небо. В черном небе ничего не было. Небо довольно темное. Внезапно его осенило. Только не говорите мне, что из-за того, что облачно, и не видно луны и звезд, то бутылка не будет работать. Хань Ли вспомнил обстоятельства той ночи, когда он получил ту жидкость. В ту ночь луна и звезды были чрезвычайно яркими. Сейчас же было довольно мрачно, а небо было затянуто толстыми, черными облаками. Надежды снова восстали, и он спрятал бутылку, решив подождать до тех пор, пока небо не будет ясным. Неожиданно и, к сожалению, следующие полмесяца на небе не наблюдалось даже краешка луны, и все время лил дождь. При виде дождя Хань Ли стал более мрачным, а его жажда экспериментировать все росла и росла. Его очень беспокоила погода. Все время лил дождь, и он не собирался останавливаться. Хань Ли обернулся и увидел двух счастливых кроликов, снующих в его комнате. Хотя вопрос о бутылке оставался открытым, кролики были отдельным разговором. Мало того, что они были живы и здоровы до сих пор, казалось, что их живучесть значительно увеличилась. Даже спустя 10 дней они не проявляли никаких симптомов болезни или отравления. После употребления таблетки укрепления костей и мышц они стали еще более крепкими и здоровыми. Результат был не просто хорош, он еще и осчастливил Хань Ли. Однако его все еще волновали потери, и он не мог успокоиться. Он не был до конца уверен, была ли бутылка отныне бесполезна. Все его планы строились на единственной надежде, что бутылка была многоразовой, но ему внезапно помешала эта непредсказуемая погода. Это действительно расстраивало Хань Ли.